Семья – это наша опора, но, к сожалению, не всегда. К психотерапевтам люди часто обращаются именно потому, что у них есть проблемы в отношениях с кем-то из своих родственников. И бывает так, что близкие люди тянут тебя вниз гораздо больше, чем какие-то вообще чужие люди. Сегодня мы с вами поговорим о 9 типах родственников, которых во взрослом возрасте нужно держать от себя подальше. Меня зовут Евгений Масеев, я психиатр и психотерапевт. Я давно работаю в теме психологии отношений. И сегодня мы с вами поговорим на такую чувствительную тему родственников, которые находятся в какой позиции, в какой роли лучше держать от себя подальше. Если вам эта тема интересна, ставьте лайк под видео, подписывайтесь на мой канал, чтобы не потерять меня, и мы с вами начинаем. Первый тип родственника – это вечный критик. Такой человек, который постоянно тебя критикует, никогда тебя не поддерживает. Это может быть кто-то из близких, там мама, папа, могут быть какие-то дальние родственники, может там, со стороны мужа. Такой, знаете, вечно такой физрук какой-то, как сержант домашний. Вот как он тебя не видит, вечно начинает указывать на твои какие-то вот недочеты и прочие вещи. Такой человек относится к тебе как к ребенку. Вообще к ребенку в детстве нормально, когда его близкие, значимые родственники, родители, как правило, они с одной стороны заботятся, с другой стороны они от него что-то требуют. С одной стороны они критикуют его, с другой стороны поддерживают. То есть это важно, чтобы был такой баланс. А тут выходит, что родственник к тебе, уже взрослому человеку, относится как к ребенку и при этом только вот так вот критикует. Конечно, он может это объяснять, что это я все делаю во благо, и только чтобы тебе лучше было, тебе другие люди не скажут те вещи, которые я тебе говорю. Но часто это выглядит так, что человек просто как-то самоутверждается за счет вот такого вот контроля. Второй тип родственника – это вечная жертва обстоятельств. Человек, который постоянно, у него какая-то беда, он или болеет постоянно, или он бесконечно на работе, у него все плохо. У него постоянно есть какая-то дежурная трагедия, с которой он приходит к вам и старается, чтобы вы его жалели. Мы тут с вами вспоминаем о скрытом нарциссе, или это еще называется нарциссическое расстройство личности, уязвимый тип. Это люди, которые получают внимание, эксплуатируя образ страдальца. То есть такой человек получает ваше внимание, вы полностью вы же не можете близкого какого-то человека, которого он хотя бы формально родственник, бросить в беде. Вы вынуждены его выслушивать, он получает ваше внимание, а вы от этих отношений не получаете ничего. Третий тип родственника – это родственник-контролер. Он вас контролирует, постоянно влазит в вашу личную жизнь, никаких личных границ он ваших не видит. Почему? Потому что, как правило, это кто-то из ваших родственников, кто имел к вам доступ, когда вы были ребенком, то есть, например, бабушка, дедушка или кто-то из родителей. Понимаете, когда ты к дошкольнику заходишь в комнату, ты не думаешь, что тебе надо туда постучать. Или когда ты со школьником разговариваешь, ты не начинаешь разговор с фразы «ты сейчас свободен? Удобно ли тебе сейчас разговаривать?» Это было бы странно. Но вот вы уже взрослый человек, у вас уже своя есть семья, а вот этот вот родственник, он все еще ведет себя так же, как он вел себя тогда. Он контролирует вас. Весь этот контроль всегда объясняется, что это же действительно забота. Человек и себе так это объясняет, и вам объясняет. Он все делает во благо вас. То есть он всячески проламывает ваши личные границы, контролирует вас, чтобы с вами чего не случилось. То, что вы взрослый человек и можете сами о себе позаботиться, такому человеку как-то невдомек. Четвертый тип родственника – это хронический должник. Такой, знаете, который постоянно просит до зарплаты. Обычно у таких людей проблема с алкоголем, с играми, или в принципе он такой раздолбай, не умеет деньги удерживать. Когда родственники просят денег в долг, в принципе, тут нет ничего плохого, но мы же говорим о том, что он хронический должник. То есть он, в принципе, деньги берет в долг, потому что он не может ими как-то управлять. Вот эти кредитно-денежные такие отношения в семье, они начинают портить отношения не только вас двоих, они же всегда влияют и на других членов семьи. Потому что этот ваш родственник, наверняка есть какие-то, у него есть жена, с которой у вас есть какие-то отношения, может быть, вы какие-то братья, еще чего-то. То есть выходит, что этот долг, он портит отношения не только между вами, но и вообще в семье создает какое-то напряжение. Поэтому лучше такого человека, надо тебе в долг взять, возьми в микрозайм какой-то или в ломбарде или еще где-то. Таких людей нужно держать от себя подальше. Пятый родственник, которого лучше держать от себя подальше, это такой манипулятор чувством вины, у которого, как правило, взаимодействие с вами складывается из фразы «я столько для тебя сделал или сделала, а ты не можешь мне даже уделить внимание или даже что-нибудь для меня сделать». То есть манипуляция общая какая? Этот человек для вас что-то когда-то делал, или как будто бы он считает, что он что-то сделал, поскольку вы в одной семье находитесь. И сейчас он считает, что вы как-то должны ему вернуть баш на баш. То есть, по сути, любовь, какие-то теплые родственные отношения, он подменяет какими-то обязательствами. Причем такими обязательствами, которые вы на себя не брали. Предположим, мать говорит дочери: я стольким для тебя пожертвовала, отказалась от своей карьеры, чтобы ты у меня была, а ты не можешь ко мне прийти. Выходит, как будто бы у матери с дочерью была договоренность, что я отказываюсь от работы от своей, и ты мне будешь должна потом, уделять столько времени, сколько я захочу. Хотя такой договоренности не было. Дочь в этих договоренностях не участвовала. Шестой родственник – это конкурент. Это человек, который постоянно сравнивает тебя с собой, просит других ваших родственников сравнить. Где-нибудь семейный ужин, он говорит: а у меня вот такая работа, а скажите, я лучше, чем он. Понимаете, человек, которому постоянно нужно, чтобы кто-то признал, что он лучше.
Есть в психологии такой термин сиблинговые войны. Это конкуренция, конфронтация братьев или сестер. Грубо говоря, у некоторых людей есть в результате каких-то травматических событий в их жизни желание почувствовать себя лучшим щенком в помете. То есть вот всегда, когда вы где-то находитесь в каком-то семейном кругу, такому человеку важно взять и вот понять, что я здесь лучше или я здесь лучше, чем все остальные мои там сестры. Причем сиблинговые войны работают не только среди действительных братьев и сестер. Это могут быть люди, ну просто как будто бы находящиеся на одном вот этом вот таком генеалогическом уровне. Скажем, это могут быть два мужа двух родных сестер. Вот они же вроде как не родственники прямые друг другу, но они один, например, может по поводу другого постоянно задвигать, что вот у меня машина лучше, у меня работа лучше и так далее. Вот таких людей нужно держать от себя подальше. Седьмой тип родственника, которого нужно держать от себя подальше, это скандалист. Ну тут все просто. Это либо какой-то такой эпатажный скандалист, либо какая-то истеричка. Есть люди, которым важно как-то, знаете, поднять побольше какой-то драмы, и в этой драме там уже как-то управлять людьми. Вывести всех людей на эмоции, а поскольку они, как правило, такие сами эмоциональные, они чувствуют себя в своей тарелке и начинают там всех ссорить, мирить, там вот людям такое нравится. Такого человека нужно просто держать от себя подальше. Восьмой родственник, которого нужно держать от себя подальше, это такой паразит времени. Это люди, которые, предположим, тебе человек звонит и начинает говорить что-то бесконечное, безначальное, бессмысленное, бесцельное и очень долго. И вот это вообще непонятно вообще для чего это нужно. Таким образом, такой родственник получает твое время, и он так вот самоутверждается. То есть, если меня столько слушают, а я вообще говорю вообще непонятно о чем, но этот человек все-таки меня слушает, значит я для него ценен, значит я в принципе ценен, значит вот таким образом он как-то о вас опирается. Исключение составляют пожилые родители. Вообще нужно понимать, что когда вы звоните родителям и вы с ними разговариваете, не всегда они вам должны вообще говорить какие-то вещи, которые имеют смысл или для вас какую-то пользу. Близкие родственники, действительно иногда вот есть такое ощущение, что мы как будто бы разговариваем непонятно о чем, но там чуть позже становится понятно, что именно было между строк. То есть здесь действительно очень важно отличить вот этого родственника, который паразит времени, от тех родственников, которым действительно нужно уделить время и поговорить с ними. Как это отличить? Обращайте внимание на ценность отношений. Если этот человек для вас действительно важен, если у вас к нему есть теплые чувства, то вы можете тогда, исходя из вот этой вот вашей ценности этих отношений, уделить ему время, даже если вы не совсем понимаете, о чем мы сейчас говорим. Если вы понимаете, что это какой-то дальний родственник, у вас нету серьезных, действительно теплых отношений, вы не очень много так вот по душам общаетесь, но он вам иногда вот так вот, сказать, садится на уши, тогда понимаете, что это паразит времени, такого человека надо как-то от себя дистанцировать. Девятый родственник, которого нужно держать от себя подальше, это такой токсичный друг семьи. Это такой родственник, как правило, он такой, какой-то не прямой дальний родственник, но он очень близок к вашей семье, хочет, по крайней мере, быть, постоянно лезет, постоянно какие-то интриги плетет. То есть человек, которому важно, знаете, устроить какую-то такую мини-драматургию, только не у себя, а у вас. И наблюдать ее. Такой, знаете, любитель заварушных всяких дел. Таких людей тоже надо держать от себя подальше. Помните, что наши родственники, к сожалению, или просто по факту, не всегда являются нашими близкими людьми. То есть близкие люди — это люди, с которыми вы выстраиваете взаимные ценностные отношения. То есть предполагается, что есть работа с двух сторон. Родственник — это человек, который, так сказать, по предписанию стал твоим родственником. Как правило, конечно, к счастью, большинство наших родственников, они нам близки, к счастью. Но есть люди, которые, так сказать, являются формальными родственниками. Какой-то отсутствующий отец, не знаю, холодная мать, и так далее. Если вы понимаете, что у вас с этим есть какая-то проблема, которую вам хотелось бы как-то разобрать или, по крайней мере, расставить акценты, вы можете записаться ко мне на консультацию. Под каждым видео у меня на канале есть ссылки на мои соцсети. Пишите мне личные сообщения, мы с вами работаем, во всем разберемся. Также в комментариях вы можете дополнить это видео. Напишите, как вы думаете, какие еще есть родственники, которых нужно держать от себя подальше. Вот такие, в ролевом смысле. Я вам буду очень благодарен, если вы поделитесь своим личным опытом. Если вам это видео понравилось, ставьте лайк, подпишитесь на мой канал, чтобы не потерять меня, берегите себя и своих близких, и до встречи в следующих выпусках.